Всем привет! В этом видео я расскажу, как можно разогнать, ну или другими словами увеличить скорость измерения данного мультиметра Fluke 107. Я уже некоторое время пользуюсь этим мультиметром, он мне очень нравится, он очень точный, также он достаточно быстро измеряет напряжение, ток и емкость. Он это делает даже немножко быстрее, чем вот такой дешевый китайский ричметр CRM-102. Но также у этого мультиметра есть и недостаток. Он очень медленно измеряет сопротивление. И хотя перебирает диапазоны в режиме измерения сопротивления мультиметр достаточно быстро, даже быстрее, чем вот этот китайский мультиметр, но выбрав нужный диапазон, мультиметр задумывается на пару секунд и только через некоторое время выдает результат на дисплей. Но даже после этого он продолжает что-то там измерять, корректировать, и из-за этого измерение сопротивления может занимать 4, 5, 6 или даже больше секунд, что, конечно же, достаточно долго, потому что вот такой вот китайский мультиметр, он не более 3 секунд измеряет сопротивление. Может показаться, что это несерьезная какая-то проблема, но если приходится часто измерять сопротивление, то это уже начинает раздражать, потому что приходится достаточно долго ждать каждого измерения. А также из-за того, что режим проверки целостности цепи, то есть прозвонка, относится к режиму измерения сопротивления, то и прозвонка в этом мультиметре тоже очень медленная, медленнее, чем вот у этого дешевого мультиметра. Данная проблема есть не только у этой модели мультиметров Fluke 107, но у всех бюджетных мультиметров Fluke, построенных на микроконтроллере Fortune FS98O24. Это такие модели, как Fluke 101, Fluke 106, Fluke 107, также Fluke 15B+, 17B+, 18B+. То есть все эти модели, они очень медленно измеряют сопротивление. Ну и поэтому это видео, оно будет полезно не только тем, у кого есть Fluke 107, но также владельцам всех этих моделей мультиметра. Прежде чем рассказать, что нужно сделать, чтобы разогнать мультиметр, я покажу, насколько он теперь стал быстрее работать. Но для начала я хочу показать отрывок из обзора вот этого мультиметра, конкретно вот этого экземпляра мультиметра. Хочу показать, как в нем работала, насколько медленно в нем работала прозвонка, когда я его только купил и распаковал. Прозвонка такая не очень быстрая. И вот теперь после модернизации посмотрите, как работает прозвонка. Вы можете поставить сейчас на паузу это видео, взять свой мультиметр и сравнить скорость прозвонки вашего мультиметра и вот этого модернизированного. Я еще раз покажу. Также, как и прозвонка, стало намного быстрее работать измерение сопротивления. Два резистора. Это резистор на 1 кОм. И можно еще раз попробовать. Сразу же перебирает диапазоны и сразу же показывает результат. Не нужно ждать по несколько секунд. Также и резистор на 10 кОм. Сразу же показывает результат. Очень быстро. На самом деле он теперь измеряет сопротивление даже немножко быстрее, чем вот этот вот китайский ричметр CRM-102. Ну и прозвонка теперь точно не уступает ему в скорости. Ну и теперь о том, что же нужно сделать, как можно модернизировать, как можно разогнать этот мультиметр. А на самом деле переделка
очень простая. Для того, чтобы ускорить работу этого мультиметра, нужно уменьшить емкость всего лишь одного конденсатора предварительного фильтра АЦП, который подключается к 7 и 8 выводу микроконтроллера. По даташиту на микроконтроллер, который используется в этом мультиметре, емкость этого конденсатора должна быть 27 нанофарад. Но в моем мультиметре стоял конденсатор емкостью 47 нанофарад. И я уменьшил эту емкость, и сейчас тут стоит конденсатор на 1,3 нанофарада. Я не буду сейчас разбирать этот мультиметр, чтобы показывать вам, где, я покажу на фотографиях. Вот на этой фотографии это флюк 101, и конденсатор, который нужно уменьшить емкость, это конденсатор C7. Следующая фотография это флюк 106 или флюк 107. На самом деле у двух этих моделей плата абсолютно одинаковая. И конденсатор, который нужно уменьшить емкость, это конденсатор C19. Мультиметры флюк 15B+ и 17B+ тоже имеют одинаковую плату. И конденсатор, который нужно уменьшить емкость, это конденсатор C7. Я, к сожалению, не смог найти достаточно качественную фотографию платы мультиметра флюк 18B+, но по аналогии с другими моделями вы можете попробовать сами найти нужный конденсатор. Он должен быть подключен к 7 и 8 выводу микроконтроллера. После переделки, после уменьшения емкости этого конденсатора я проверил во всех режимах этот мультиметр, я не обнаружил никаких побочных эффектов. Точность измерений осталась на прежнем высоком уровне, скорость измерений также не изменилась, только увеличилась скорость измерения сопротивления и скорость прозвонки. Но разработчики микроконтроллера, а также разработчики этого мультиметра не просто так сделали емкость этих конденсаторов больше. И, возможно, проявятся какие-то побочные эффекты. Пока я их не заметил. Но надо об этом помнить, потому что неспроста этот конденсатор имеет большую емкость. Возможно, он также фильтрует какие-либо помехи. Но пока в своей практике я не заметил никакого ухудшения от этой переделки. Если вы будете повторять эту модернизацию, то, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео, получилось у вас или не получилось, конденсатор какой емкости вы использовали. И также, если вы заметите какие-либо побочные эффекты, или, может быть, глюки, или ухудшение характеристик, тоже пишите об этом в комментариях. Я думаю, это будет многим интересно. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным. На этом у меня все. Как всегда, ваши пожелания, мнения пишите в комментариях. Всем пока!